Анубис пугал всех, с кем сталкивался лицом к лицу, и не без причины. Он был необычной собакой, и ветеринар заметил это в тот момент, когда он и его владелец Джейсон вошли в дом. Он немедленно вызвал полицию. Джейсон просто сидел в приемной, совершенно не подозревая о том, что должно было произойти. Но полиция заставила его пожалеть о том, что он вообще купил эту собаку. Первым побуждением Асена было схватить своего пса Анубиса и убежать. Он все еще не понимал, почему ветеринар вызвал полицию, но не хотел рисковать тем, что у него заберут любимую собаку. Но было уже слишком поздно. Но прежде чем он успел выйти из кабинета ветеринара, уже прибыла полиция, и Джейсону некуда было деваться. Он не хотел просто так отдавать им Анубиса без боя, но когда они начали объясняться, поведение Джейсона изменилось. Теперь все встало на свои места. Анубис был не просто обычной собакой, как я мог так долго этого не замечать? Но почему ветеринар вызвал полицию на Джейсона и Анубиса? Что случилось с собакой, и сможет ли Джейсон смириться с тем, что его отдали? Джейсон не планировал покупать собаку в тот день. Но в тот момент, когда он встретился взглядом с Анубисом, он не смог отвести взгляд. Этот взгляд длился всего мгновение, прежде чем странный пес с желтоватыми глазами и заостренными ушами снова обратил его внимание на стену загона. Джейсон поймал себя на том, что подходит ближе, хотя на самом деле он немного побаивался пса, но в нем было что-то особенное. Джейсон знал, что забирает пса домой по двум причинам. Первая заключалась в том, что он уже мысленно назвал большого черного пса Анубисом. Во-вторых, парень, продававший собак на углу фермерского рынка, не выглядел так, как будто он особенно хорошо заботился о животных. Собака, которая особенно заинтересовала Джейсона, поступила в продажу только вчера. Продавец проворчал что-то о том, что все остальные считают, что пес выглядит слишком зловеще, и сказал, что, вероятно, в конечном итоге его передадут в службу контроля за животными, чтобы усыпить, если его никто не купит. Услышав эту новость, Джейсон понял, что не может оставить собаку дома. В глубине души он боялся, что этот человек, которому, казалось, нельзя доверять, назначит цену, которую Джейсон не сможет себе позволить. К счастью, этого не произошло. Казалось, ему просто не терпелось избавиться от незнакомой собаки. Джейсон нутром чуял, что ему, вероятно, следует сначала обсудить вопрос о том, чтобы завести собаку в доме, со своей женой Моникой, особенно учитывая, что это была такая опасная на вид собака, и тот факт, что у них с Моникой были 4-летние близнецы. Кто знал, как этот жуткий черный зверь отреагирует на детей? Время поджимало, так как в подвале уже начали собираться вещи на весь день. Путь. Джейсону была невыносима мысль о том, что Ньюбуса отправят в приют и убьют, поэтому он принял решение. Джейсон достаточно хорошо знал свою жену, чтобы понимать, что она откажет этой собаке, если он попросит ее об этом. Джейсон заплатил сомнительному продавцу и повел очень тихого и послушного Анубиса к своему грузовику. Всю дорогу домой странный пес был очень спокоен и только молча смотрел в окно. Когда они подошли, Джейсон понял, что он еще ничего не слышал. Анубис не издал ни единого звука. Джейсон никогда раньше не видел, чтобы собака вела себя подобным образом. Возможно, Анубис проходил какую-то дрессировку в прошлой жизни. Возможно, он был полицейским или военным псом, который не справился с задачей. Такое самообладание не могло быть нормальным, верно? Джейсон чувствовал на себе сердитый взгляд своей жены Моники, когда они с Анубисом вышли на крыльцо через окно. К счастью, двое его сыновей, Мелвин и Марти, добрались до двери раньше, чем она. Джейсон затаил дыхание и крепче сжал поводок. Вдруг Анубис станет агрессивным. Моника бросилась за близнецами, на ее лице был написан страх. Но Анубис, несмотря на свой устрашающий вид, воспринял все это спокойно. Мелвин и Марти запрыгали от радости, говоря, что теперь у них самая классная собака на свете. Учитывая, что Анубис воспринял все это так спокойно, Моника вряд ли могла настолько разозлиться. Но Моника на самом деле была очень зла. Как он мог принять такое решение, не спросив ее?
О чем он думал, когда принес домой такую собаку из ниоткуда, чтобы она была рядом с их детьми? Зачем ему покупать собаку у случайного прохожего на фермерском рынке? Как только Моника сказала все, что хотела, Джейсон извинился за то, что не поговорил с ней. Затем он объяснил всю ситуацию. Как только Моника услышала о том, что Анубис был бы на пути в приют для убийц, если бы не... Джейсон. Гнев Моники поутих. Она призналась, что, несмотря на первое впечатление, Анубис ей очень понравился. Она просто беспокоилась о том, что он будет находиться рядом с близнецами, которые могли быть довольно шумными. Джейсон согласился, что присмотр за близнецами, когда бы они ни находились рядом с Анубисом, на какое-то время был бы хорошей идеей, но в конечном итоге Анубис отпугнет гораздо больше потенциальных грабителей. К большому облегчению Джейсона и Моники, Анубис быстро зарекомендовал себя как отличный домашний пес. Казалось, его ничто не беспокоило, и в качестве бонуса его устрашающее поведение сделало его отличным сторожевым псом. И хотя Монике и Джейсону это показалось немного неудобным, Анубиса, похоже, это опять-таки нисколько не смутило. Животное. Когда Джейсон или Моника выгуливали Анубиса по парку, другие владельцы собак, любители бега трусцой или просто все присутствующие обходили их стороной, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Анубис был с Джейсоном, Моникой и близнецами уже почти месяц, и его стоический спокойный характер оставался неизменным с самого первого дня. Джордана беспокоило то, что животное казалось почти полностью бесчувственным. Ничто не могло его расстроить или взволновать. Встреча была назначена на 3 дня позже. Незадолго до встречи Джейсон решил провести собственное исследование. В итоге Джейсон записался на прием к ветеринару, чтобы тщательно осмотреть Анубиса. Но этот простой осмотр превратился в испытание, которого Джейсон никак не мог предвидеть. Он все еще не был уверен даже в том, какой породы на самом деле была собака, не говоря уже о том, что с ней могло быть не так. У Джейсона было несколько идей, но ни одна из них не подходила ему полностью. Вероятно, только ветеринар мог помочь ему узнать правду об Анубисе. После нескольких часов поисков близнецы действительно захотели пойти с Джейсоном и Анубисом к ветеринару, так как думали, что они смогут помочь ему успокоиться. Но Джейсон решил оставить его дома на случай, если с собакой действительно что-то не так. Он не хотел, чтобы это пугало его детей. Кроме того, не похоже, чтобы Анубис нуждался в ком-то, кто успокаивал бы его. Ему. Джейсон был убежден, что даже холодный и страшный кабинет ветеринара не сможет напугать это животное, но в конечном итоге это напугает самого Джейсона гораздо больше, чем он мог когда-либо ожидать. Когда в тот день он пришел к ветеринару, в приемной было очень многолюдно. Некоторые из назначенных ему приемов заняли гораздо больше времени, чем ожидалось, и сегодня даже произошла чрезвычайная ситуация. Так что Джейсону и Анубису пришлось немного подождать, и на них было обращено много взглядов. Некоторые люди сажают своих питомцев обратно в клетки или крепче держат на поводке. Джейсону было ясно, что они боятся его собаки. К этому он, конечно, уже привык. Но это был первый раз, когда собака вернулась и укусила его. К Джейсону подошла сотрудница ветеринарного отделения и с явным выражением стыда на лице спросила Джейсона, могут ли они с Анубисом подождать снаружи, пока им назначат встречу. Некоторые люди в зале ожидания жаловались на то, что чувствуют себя небезопасно. Джейсон посмотрел на всегда спокойного Анубиса и глубоко вздохнул от разочарования. Этот пес и мухи не обидел бы без причины, и он это знал. Но, вероятно, ему всегда будут не доверять только из-за того, как он выглядел. Другие люди в соседней комнате избегали смотреть Джейсону в глаза. И хотя Джейсону это не нравилось, он вывел Анубиса на улицу, чтобы дождаться назначенной встречи. Но Джейсон в то время не мог предвидеть последствий этого. Пробыв на улице всего пару минут, мужчина в длинном пальто прошел мимо пары, но остановился, взглянув на Анубиса. Он спросил Джейсона, его ли это собака, и когда тот согласился, мужчина опустился на колени рядом с устрашающего вида черным зверем. В отличие от большинства других людей, которые видели Анубиса, этот человек, казалось, совершенно не боялся взгляда собаки.
Он объяснил, что он старший ветеринарный врач, который только что вернулся с перерыва. Он торопился на следующий прием, но что-то с Анубисом заставило его задержаться на секунду. Он не хотел вдаваться в подробности, что именно привлекло его внимание, но пообещал. Джейсон пообещал, что ускорит его встречу, если он также позволит ему сменить ветеринара, к которому он записался на прием, на себя. Казалось, он был странно рад этому. Джейсону это показалось немного странным, но поскольку на улице было довольно холодно, и он понятия не имел, сколько еще им придется ждать своей первоначальной встречи, он согласился. Старший ветеринар вошел в здание довольный, и Джейсона вызвали всего через 10 минут. Он чувствовал, что на него бросают много сердитых взглядов другие люди, которые, очевидно, понимают, что ему позволили встать в очередь раньше них, но ему было все равно. Эти люди и их жалкие предрассудки могли бы и потерпеть, если бы это зависело от него. Джейсон провел Анубиса в кабинет, где его уже ждал старший ветеринар, одетый в соответствующую одежду. Он выглядел так, словно был готов к операции или чему-то подобному, в то время как это была всего лишь консультация. Пока Джейсон объяснял ветеринару, что его беспокоит в Анубисе и почему он пришел сюда за помощью, ветеринар был в основном занят осмотром собаки с ног до головы. Казалось, он почти не слушал, что говорил Джейсон. В середине разговора ветеринар внезапно прервал Джейсона и сказал, что ему нужно срочно кое о чем позаботиться. И он вышел через боковую дверь кабинета, закрыв ее за собой и оставив озадаченного Джейсона в кабинете. Джейсон слышал какой-то разговор по ту сторону двери, но не мог разобрать, о чем идет речь. Разговор продолжался всего около 2 минут. И когда разговоров больше не было слышно, Джейсон ожидал, что ветеринар вернется в любую секунду. Но он этого не сделал. Джейсон ждал и ждал, пока не прошло еще почти 15 минут. Он начал терять терпение, так как понятия не имел, что происходит. И когда он нащупал дверные ручки, то обнаружил, что они заперты. Он начал стучать в дверь, буквально колотить в нее, призывая кого-нибудь прийти и забрать его. Когда он не получил ответа, он начал злиться. Почему они так с ним обращались? Это как-то связано с Анубисом? Он начал краснеть и в порыве ярости вышиб дверь, через которую ветеринар вышел около 20 минут назад. Ветеринар стоял в соседней комнате и просто ждал, стараясь сохранять спокойствие, несмотря на то, что его дверь только что выбили. Джейсон потребовал объяснений. И после того, как ветеринар быстро взглянул на часы, он был готов сообщить Джейсону о том, что происходит. Он сказал ему, что только что сообщил в полицию о нем и Анубисе, и что они могут появиться здесь в любую секунду. Джейсон был ошеломлен. Он хотел знать, почему, но ветеринар сказал ему, что полиция, вероятно, постарается объяснить это лучше, чем он. Джейсон был ошеломлен. Какая могла быть причина у этого ветеринара вызвать полицию из-за его ни в чем не повинной собаки? Он все еще был полон адреналина после того, как выбил дверь, и, по его мнению, полиция, вероятно, собиралась забрать у него Анубиса. И он не собирался позволять этому случиться. Анубис следовал за ним по пятам. Он бросился к другой двери комнаты, в которую только что вошел, и попытался выбраться из здания так быстро, как только мог. Но было уже слишком поздно, так как полиция была снаружи здания и остановила его на полпути. Было очевидно, что они хотели отобрать у Анубиса поводок и увести его, поскольку у них также была машина для контроля за животными. Но Джейсон не собирался сдаваться Анубису без боя. Он стоял перед своими и кричал, что если он им нужен, то им придется пройти через него. Пока это происходило, один из полицейских медленно шагнул вперед, пытаясь жестикулировать руками, показывая, что он хочет разрядить обстановку. Он был готов дать Джейсону объяснение. Это было самое малое, что они ему должны были. Полицейский начал с объяснения, что старший ветеринар узнал Анубиса, и когда он убедился, что имеет дело с нужной собакой, каковым он и был после осмотра, он позвонил в полицию, чтобы сообщить им о своей находке. И они сразу же приехали. Животное, которое Джейсон принес из того темного подвала, было не просто обычной мексиканской безволосой собакой.
На самом деле оно принадлежало религиозному лидеру из Мехико, который был известен на всю страну тем, что проповедовал слова и культуру ацтеков. Видите ли, эта порода собак на самом деле очень важна в этой религии, поскольку легенды гласят, что именно они ведут умерших в подземный мир. Адское зрелище для любого религиозного смертного человека. И религиозный лидер действительно использовал Анубиса, чье настоящее имя было Золо, чтобы успокоить родственников недавно умершего. Во время похорон, проводимых религиозным лидером, Золо сидел рядом с ним, совершенно равнодушный к мертвым и церемонии, которая должна была показать, что Бог не заинтересован в том, чтобы забрать душу умершего в подземный мир. Вот почему пес всегда был таким спокойным. Его научили не реагировать. Но пару месяцев назад Золо был фактически украден у религиозного лидера неверующими. Предполагалось, что они усыпят собаку, но каким-то образом это, по-видимому, закончилось сомнительной продажей, у которой Джейсон ее и купил. Джейсон был ошеломлен всем этим, но доказательства были налицо. И это также объяснило все вопросы, которые у него были о его собаке. Он знал, что должен был отдать собаку, чтобы ее можно было вернуть законному владельцу и помочь еще большему количеству людей, но ему все равно было очень трудно попрощаться со своей собакой. В конце концов, он, конечно же, отказался от Золо, и тот был возвращен его владельцу в Мексику. К счастью, религиозный лидер на самом деле был довольно состоятельным человеком и назначил Джейсону щедрое вознаграждение за его участие в возвращении Золо к нему. Джейсон и его семья в итоге приобрели новую собаку. Но на этот раз они позаботились о том, чтобы все документы были оформлены должным образом, и чтобы все в семье наладилось еще до принятия решения. Время от времени Джейсон все еще думает об Анубисе, но он знает, что принял правильное решение. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им с кем-нибудь, кому оно может показаться интересным. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.